Привет, друзья! Вы, конечно, уже поняли, что я виртуозно сломал ногу, все как положено, со смещением и прочими удовольствиями. Поэтому ближайшие несколько роликов будут выходить пореже. На одной ноге это сложновато. Но планы мои все еще обширны, так что я буду стараться. И да, ногу я сломал до того, как это стало мейнстримом. Поехали! Попробуем сегодня с вами собрать безбатарейный эмулятор всем известного ключа таблетки iButton, в быту именуемого обычно просто пипкой. Пипка? Пипка и вагина. В инете полно схем подобных устройств, но, как правило, они либо требуют питания, либо, судя по отзывам, не работают. Так что будем стараться делать с хорошим запасом по параметрам и с учетом потенциальных проблем, которых по большому счету тут две. Это, конечно же, организация паразитного питания и сам протокол обмена. Ссылочку на подробный документ по протоколу OneWire, который тут используется, я оставлю в описании ролика. В двух словах, каждая такая таблетка содержит в себе чип, питающийся от шины данных и выдающий в ответ на запросы от домофона свой уникальный серийный номер. Первый байт этого серийника содержит идентификатор класса устройства, потом 6 байт серийного номера и последний байт – это контрольная сумма. Наша задача – разработать устройство, которое будет притворяться вот таким ключом и в нужный момент выдавать в шину данных ранее сохраненный серийный номер. Чтобы обеспечить паразитное питание эмулятора, нам понадобится организовать примерно такую схему. Паразит. Ах, паразит. Тут у нас диод шотки с низким падением напряжения и конденсатор на 100 микрофарад. В те моменты, когда шина под напряжением, конденсатор заряжается, а микроконтроллер питается непосредственно от шины. А когда по шине передаются данные, то есть она периодически притягивается к земле, диод у нас закрыт, и микроконтроллер запитывается от конденсатора. Собственно, именно так и делается питание во всех подобных устройствах, а iButton тут не исключение. Когда я только планировал этот эмулятор, я думал сделать его на базе Attine 25, потому что в его АЦП есть возможность использовать генератор опорного напряжения в качестве входа, а напряжение питания в качестве референсного значения, и таким образом организовать вольтметр. А уже на основе показаний этого вольтметра корректировать тактовую частоту, чтобы эмулятор уверенно работал при значительном разбросе питающего напряжения. Но когда дело дошло до экспериментов, то оказалось, что 25-я тинька кушает приличный для паразитного питания ток. А зависимость тактовой частоты от питающего напряжения не настолько драматична. Но надо сказать, что и на 25-й у меня паразитное питание работало, хоть и без должного запаса. В качестве основы я взял вот этот проект, в котором автор применил несколько очень интересных решений, ссылку я тоже оставлю в описании ролика. Первое крутое решение в схеме. Для паразитного питания тут используется защитный диод вывода общего назначения, через который заряжается питающий конденсатор. То есть из обвязки тут только конденсатор и все. Не уверен, что это правильно, но очень прикольно. В своем проекте я все-таки решил использовать внешний диод шотки с низким падением напряжения. Потому что, во-первых, я не знаю, какое падение напряжения на защитном диоде, а во-вторых, хуже не будет. Следующее крутое решение – это использование спящего режима и watchdog таймера для выхода из него. Сразу после включения контроллер отключает все возможные блоки и погружается в глубокий сон. В этом режиме могут работать только блок Watchdog, блок аппаратного прерывания INT0 и блок отслеживания просадки напряжения питания. В данном случае используется только сторожевой таймер. Как мы видим по даташиту, во время такого сна правильно настроенный микроконтроллер потребляет микроскопический ток. Потому как все блоки отключены, процессор остановлен и энергия расходуется только на поддержание состояния регистров CPU и оперативной памяти, что в микроконтроллерах AVR одно и то же. Ну и получается, что почти вся энергия во время сна идет на зарядку питающего конденсатора. Затем микроконтроллер включается, ожидает импульса сброса шины данных и далее уже идет обмен по протоколу OneWire. Что касается самого кода, то у меня есть к нему несколько вопросов, но в целом автору респект, действительно проект прикольный. Посмотрим теперь на схему, которая получилась у меня. Сам микроконтроллер, светодиод режима программирования, схема питания от батарейки. Внешнее питание нам нужно для программирования ключей. А чтобы контроллер понимал, что батарейка подключена, мы ему дополнительно подведем питание на одну из ног. Тут у нас стоит диодный мостик, чтобы можно было не париться насчет полярности. Линейный стабилизатор на 5 вольт с напряжением на входе до 30 вольт. И диод шотки, чтобы при паразитном питании ценные миллиамперы не утекали в цепь питания от батарейки. Кнопка очистки памяти в режиме программирования, либо она же функциональная кнопка в режиме ключа. К этому вернемся, когда будем смотреть код. Контакт для программирования ключей, контакт для домофона и сборка конденсаторов питания. Такой линейки должно быть вполне достаточно.
Плата получилась вот такая красивая. С одной стороны у нас тут все элементы, контакты внешнего питания и контакты программирования, а с другой стороны только контакты домофона и продублированные контакты батарейки. Пробежимся коротко по прошивке. Проект я традиционно сделал на сях с редкими вкраплениями ассемблера. С оптимизацией пришлось повозиться, но в килобайт я все-таки уместился. Тут есть еще пространство для повышения надежности и функциональности, но для этого, скорее всего, придется полностью переходить на ассемблер. Начнем. В отличие от оригинального проекта, я снижу тактовую частоту до 8 МГц, потому как потребление MOS-логики очень сильно зависит от частоты переключений. Кроме того, 8 МГц самое то для удобства вычислений. Однако для работы в режиме общения с домофоном придется понижение тактовой частоты компенсировать всякими аппаратными фичами. А именно, для контроля длительности импульсов обмена по OneWire я решил использовать таймер. Поскольку он 8-битный, я выставлю делитель частоты на 64 и рассчитаю вот такую константу, при делении на которую мы сможем устанавливать минимальную и максимальную длительности в микросекундах. Ниже по коду мы посмотрим, как это работает. Дальше у нас назначение пинов, 3 команды протокола OneWire, из которых использовать в коде будем только одну, размер доступного EEPROM и вот такой параметр, задающий позицию в EEPROM, с которой у нас будет начинаться перечень альтернативных iButton ключей. Тоже потом по коду посмотрим, для чего это. Далее буфер обмена, флаг режима работы, либо это режим программирования, и тогда эмулятор выступает мастером, либо режим общения с домофоном, и тогда эмулятор у нас ведомый. Адрес текущего ключа. Затем идут обработчики прерываний. Прерывания мы будем использовать для пробуждения микроконтроллера от сна и для ожидания импульса сброса шины. Но поскольку обработчики нам тут не нужны, мы оставляем их пустыми. К сожалению, компилятор все равно в этом случае делает RGMP, а потом уже сразу arret, вместо того, чтобы поставить arret непосредственно в таблицу векторов прерываний. Так что тут можно было бы сэкономить еще пару байт, но я не нашел простого и быстрого способа это сделать. Дальше уже знакомые нам процедуры задержки в микро- и миллисекундах, не будем на них останавливаться. А это процедура погружения в глубокий сон с установкой CPU и полным выключением практически всего, кроме сторожевого таймера и аппаратного прерывания int0. Я сделал проверку регистра статуса микроконтроллера на предмет его первого включения, и в этом случае погружение в сон будет коротким, всего на 64 миллисекунды. Это нужно для того, чтобы завершились все переходные процессы и микроконтроллер мог уверенно считывать состояние своих входов. Если этот этап убрать, то при включении могут быть ложные срабатывания, например, функциональной кнопки. Нам это не надо. Ну а если микроконтроллер ранее уже погружался в сон, то это значит, что мы работаем в режиме общения с домофоном, и тут уже сон должен быть более длительным, чтобы питающий конденсатор мог как следует напитаться электрошками. Для экономии потребления есть еще вот такой регистр, который отключает цепи цифровых входов. И вроде как в случае нагрузки линии двумя паразитами разница даже заметна на осциллографе. Но хотя показометр у меня довольно слабый, и при наличии более точных приборов тут есть еще чего поизучать в плане экономии энергии. Далее процедурки и функцийки для работы с OneWire. Зрителям моего канала это все уже знакомо, тут только добавилась возможность работы с двумя пинами, Master-Slave, и само собой несколько функций для чтения записи в Slave режиме, это для общения с домофоном. И вот одна из них интересная. Это ожидание низкого уровня на шине данных для синхронизации ведомого устройства с ведущим. И поскольку такие синхроимпульсы могут быть очень короткими, всего 3 микросекунды, то простым полингом на 8 ГГц тут уже обойтись не получается. А потому я использую аппаратное прерывание int0, срабатывающее по заднему фронту. То есть в соседней процедуре по окончанию ожидания высокого уровня на шине я флаг прерывания сбрасываю. А дальше уже проверяю, имело ли место последующее падение уровня на линии. Дальше функции работы с EEPROM. Вообще тут несколько кусочков из предыдущих проектов, так что если вам интересно, то посмотрите ролики про контроллеры вентиляторов на 10 и на 13 тинках. Ссылочки я оставлю в описании. Дальше мигаем светодиодом, тут отправляем пачки импульсов для калибровки тактовой частоты. Ну и основная программа. Инициализируем таймер с делителем 64, это мы уже обсудили. Отключаем все ненужные блоки и конфигурируем пины. Когда я экспериментировал с неподключенными висящими в воздухе выводами, я заметил, что наименьшее потребление получается, когда регистры DDR-B и порт B настроены инверсно. То есть либо это все входы, подтянутые к единице, либо все выходы, на которых установлен 0. Опять же, не могу авторитетно по этому поводу рассуждать, ибо измерительные приборы у меня оставляют желать лучшего. Но, тем не менее, в этом проекте я буду исходить из такого моего наблюдения. Если вдруг кто-то из моих дорогих зрителей хорошо знает про схемотехнику выводов общего назначения, напишите, пожалуйста, в комментариях, как лучше всего экономить потребляемый ток.
Ну а я буду действовать по следующему принципу. Если на пин подано напряжение, то это будет вход с подтяжкой к единице. А если пин внешними цепями подтянут к земле, то это выход, на который выведен 0. Далее у нас последовательность импульсов для калибровки тактового генератора и короткий сон для накопления заряда и стабилизации состояния пинов. Тут я еще закомментил две строчки, которые снижают тактовую частоту в 256 раз. Как я уже говорил, для MOS-логики частота сильно влияет на ее потребление, поскольку энергия расходуется на перезарядку затворов. Но такой способ экономии оказался значительно менее эффективным, чем хороший глубокий сон. Так что я просто оставил эти строчки, чтобы самому про такую возможность не забыть. Теперь просыпаемся и сразу корректируем тактовую частоту. Этот параметр очень желательно откалибровать именно под каждый конкретный экземпляр чипа. Эксперименты показали, что на тактовую частоту влияет не столько даже напряжение питания, сколько сам чип. Затем, если обнаружено питание от батареи, то переходим в режим программирования ключей. Здесь все ровно так же, как и было в моем ролике про контроллер вентилятора на Attini 13, так что не будем сейчас подробно на этом останавливаться. Если питания от батареи нет, стало быть, эмулятор работает в режиме паразитного питания от домофона, так что настраиваем пины на максимальную экономию энергии и засыпаем на полсекунды. После чего конфигурируем пин OneWire и ожидаем появления импульса сброса от мастера устройства. Для экономии энергии ожидать мы его будем тоже в спящем режиме, а пробуждаться, соответственно, будем по низкому уровню на ноге аппаратного прерывания INT0. Как только низкий уровень обнаружен, перенастраиваем INT0 на обнаружение заднего фронта импульса и запускаем таймер с двумя уровнями срабатывания. Первый из них для контроля минимальной длительности импульса сброса, он должен сработать обязательно, а второй для контроля максимальной длительности импульса, и он сработать уже не должен. Если одно из этих условий не выполнено, то ожидание импульса сброса повторяется. Итого у нас 4 аппаратных лайфхака для нестабильного питания и невысокой тактовой частоты. Глубокий сон и пробуждение по сторожевому таймеру, сон и пробуждение по низкому уровню на шине данных, это INT0, аппаратное детектирование заднего фронта импульса, тоже INT0, и таймер для контроля длительности импульсов. Когда импульс сброса обнаружен, мы считываем однобайтную команду от домофона, также контролируя при этом максимальную длительность импульсов. Ну а дальше у нас идет обработка команд от мастера. Первая команда — это search-rom, которая позволяет мастеру обнаружить все ведомые устройства, подключенные к шине. Если совсем коротко, выполняется проход по всем битам всех 8 байт серийника, и для каждого бита ведомые устройства выдают в шину его прямое и затем инвертированные значения. Если на шине у нас будут два ведомых устройства, у которых текущий бит серийника отличается, то мастер увидит два идущих подряд низких уровня, из чего он поймет, что в этой точке поиск разделяется на две ветки и выберет сначала одну из них, а при следующем проходе выберет вторую, отправив свой выбор ведомым устройством. Ведомое устройство получает то значение, которое выбрал мастер, и сравнивает его со своим битом. Если мастер выбрал не их, то переходит в режим ожидания следующего импульса сброса. Все остальные команды от мастера интерпретируются как read-rom, в ответ на которую мы просто выдаем в шину текущий серийник ключа. Практика показала, что именно так это дело нормально работает в большинстве случаев. То есть, например, на команду skip-rom надо тоже отвечать своим серийником, хотя по протоколу надо было бы ожидать следующей команды. Обратите внимание на то, что некоторые домофоны могут делать довольно длительные паузы между считыванием отдельных байтов, которые не вписываются в тайм-слоты. Поэтому для таких случаев надо эти тайм-слоты увеличить. Ну и вообще тут могут быть всякие особенности, связанные с ключами и домофонами разных производителей. Так что может понадобиться дополнительный ресерч. Вот тут, например, мне пришлось организовать вывод на шину одного ключа 3 раза подряд. Иначе домофон не считает ключ валидным и даже не утруждает себя его сверкой со своей БД. Ну и в конце идет алгоритм чередования сохраненных серийных номеров. Если не нажата функциональная кнопка, то чередуются первые 3 ключа с проверкой их наличия. То есть, если сохранен только 1 или 2 ключа, то только по ним и будет чередование. Если никаких ключей не сохранено, то в шину будут выданы FF. А если функциональная кнопка нажата, то в шину будут циклически выдаваться серийники с 4 по 8, независимо от того, было ли что-то сохранено на эти позиции. Так сделано, во-первых, для скорости доступа к дополнительным ключам, а во-вторых, чтобы избежать подозрений со стороны домофона насчет того, что как-то мы слишком много ключей ему предлагаем. Я читал, что некоторые домофоны после 3-го подряд не подошедшего ключа могут на какое-то время блокироваться. С кодом все, приступим наконец к натурным экспериментам. Прошиваем, как всегда, китайским программатором, подключаем его вот по такой схеме. Для программирования отладки буду опять использовать среду Arduino, потому что это просто и привычно. Устанавливаем ядро для Attini 13, ссылочка в описании, выставляем настройки фьюзов, частота 9,6, боты микросекунды отключаем, EEPROM не перезаписываем и прошиваем. Я для отладки устанавливаю низкую скорость прошивки, чтобы можно было не отключать обвязку. Порядок.
Макетка у меня получилась не особенно наглядная. Тут Ардуинка выступает в роли домофона. Один считыватель iButton для программирования, а второй для параллельного подключения еще одной таблетки и для проверки команды поиска ROM. В общем-то, показывать тут особенно нечего. Все это дело запитывается, и наш эмулятор, периодически выключаясь на подзарядку, выдает последовательно 2 первых запрограммированных ключа. Если во время включения нажать на функциональную кнопку, то выдаются оставшиеся 5 сохраненных ключей, в нашем случае пустых. Интересно посмотреть на энергопотребление. Эмулятор подключен через резистор на 4,7 кОм, что обычно рекомендуется для OneWire, и на осциллографе видно, как напряжение проседает ближе к концу обмена данными. Если эмулятор домофона настроить на использование команды SearchROM и параллельно подключить к шине второй ключ, то эмулятор ключа вынужден отвечать уже 2 раза, поскольку мастер устройства первым выбирает именно эту дополнительную таблетку, и видно, что напряжение проседает сильнее. Тем не менее, все работает достаточно надежно, и запас по напряжению есть. Наконец-то приехали платы. Эх, надо было в красном цвете заказать. Но ничего, и так неплохо. Латунные таблетки и кольца, которые будут изображать из себя корпус iButton, мне сделал один очень хороший местный токарь. Ссылочку я оставлю в описании. Все готово, так что приступим к сборке.
Вот такая прикольная штуковина у меня получилась. Давайте возьмем батарейку, на полярность нам наплевать. Начать! Сотрем для начала EEPROM. Готово. Теперь запрограммируем пару ключей. Первый. Проверим. Запомнил. Теперь второй. Тоже проверяем. Запомнил. Ну класс. Теперь самое страшное. Испытание в полевых условиях. Первая дверь. Проверяем. Закрыто. Прикладываем. Есть контакт. Пойдем ко второй двери. Повторяем процедуру. Дергаем. Закрыто. Первый ключ не наш. Трижды повтор. Есть. Супер. Эксперимент признан успешным. Девайс вышел довольно забавный. Опять же, как и всегда, тут есть возможности для апгрейда. Можно накрутить какой-то еще функционал. Можно перепрограммировать контроллер прищепкой, не отпаивая его. Ну а в целом получился интересный сувенирчик. Конечно, не со всеми домофонами он будет нормально работать. Например, некоторые домофоны поступают довольно хитро и после считывания первого серийника начинают непрерывно бомбить ключ импульсами сброса. Эмулятор, истощенный 3 подряд выдачами серийника на паразитном питании, может не успеть дойти до живительного сна и впадает в своеобразную кому, когда он и не работает, и не спит. В этом случае надо ждать примерно 13-14 секунд, пока домофон успокоится, станет реже выдавать импульсы сброса, и тогда уже эмулятор чуток поспит и выдаст следующий ключ. Как эту проблему побороть, я пока не очень понимаю. Если у вас есть идеи на этот счет, буду рад комментариям. Первое, что мне приходит в голову, это добавить конденсаторов и увеличить время сна. В общем, проблема не выглядит непобедимой. Ну а у меня на сегодня все. Спасибо, дорогие коллеги, за внимание. Подписывайтесь, комментируйте и до связи.